Всего через несколько месяцев после громких открытий, связанных с пирамидами в 2025 году, мир снова содрогнулся от новостей из Египта. Новейшие данные радиолокационного сканирования, полученные буквально за пару недель до этого, показали нечто столь невероятное, что поверить было трудно. Под плато Гиза, как оказалось, скрыта тайна, способная изменить наше понимание древней истории. Все началось в марте 2025 года, когда археологи под руководством профессора Майкла Коллинза и его коллеги Гарри Фьюри представили сканы под пирамидой Хафра. На изображениях ясно различались спиральные лестницы и вертикальные шахты, уходящие более чем на 600 метров вглубь песков. Структуры были слишком точными, чтобы быть природными, и отрицать их искусственное происхождение казалось невозможным. Но официальные египтологи во главе с доктором Захи Таваресом поспешили опровергнуть сенсацию, заявив, что речь идет об ошибках и помехах. «Это чушь, мы ничего не скрываем», — сказал Таварес, однако вскоре появились новые данные, которые уже нельзя было игнорировать. Повторные сканирования подтвердили. Под пирамидой Хафра действительно существует обширная система — лабиринт камер, туннелей и залов, спроектированных с невероятной точностью. Возник главный вопрос: кто построил это и как столь масштабное сооружение могло оставаться тайной тысячи лет? Неужели речь идет о следах забытой цивилизации? Тем временем японская команда исследователей обнаружила рядом с западным кладбищем Гизы другую загадочную структуру. Сканирование выявило скрытый под 2 метрами песка объект, а под ним — квадратную полость глубиной до 10 метров. Что это? Древний вход, портал или часть чего-то более крупного? Эти открытия заставили по-новому взглянуть на тайны Гизы и вызвали бурю споров. Ведь история не раз доказывала, то, что сперва отвергают, потом становится научной сенсацией. Так когда-то было с Гёбекли-Тепе и Карахантепе, открытиями, изменившими взгляд на древний мир. Возможно, и сейчас мы стоим на пороге нового переворота в понимании прошлого. Все чаще возникает ощущение, что под песками Египта скрыто нечто, способное разрушить привычные представления и раскрыть то, что веками хранила Земля. Март 2025 года стал отправной точкой одной из самых захватывающих археологических историй современности. Представьте, вы стоите на легендарном плато Гиза, солнце палит, песок искрится под яркими лучами, а вокруг возвышаются древние каменные гиганты. Пирамиды, окутанные ореолом тайн. Именно здесь, посреди этой безмолвной древности, международная экспедиция проводит радиолокационное исследование недр Земли. Никто не знает, что именно покажут приборы. И вдруг на экране радара проявляется нечто настолько странное, что у всех перехватывает дыхание. Прямо под пирамидой Хафра появляются четкие очертания аномальных форм. Так началась история, которая вскоре потрясла весь мир. Профессор Майкл Коллинз вместе со своей командой представил результаты исследования, и данные оказались сенсационными. Сканеры зафиксировали 4 загадочные спиралевидные структуры, уходящие вниз под основание пирамиды. Их происхождение и назначение были неизвестны. Ученые не исключали, что это природное образование, но все указывало на рукотворность, слишком правильные линии, слишком выверенные формы. Радиолокационные изображения показывали, как эти спирали закручиваются вниз, словно ведущие в недра Земли, к неведомому центру. Точность, симметрия и масштаб обнаруженных форм не оставляли равнодушными даже скептиков. Возник вопрос. Перед нами странный геологический феномен или следы древней инженерии. Более того, приборы зафиксировали дополнительные каналы, похожие на водные туннели,
когда-то, возможно, служившие для управления потоками воды. Эта находка наводила на мысль: что, если перед исследователями действительно древняя гидросистема, созданная неизвестными мастерами? Древние египтяне умели обращаться с водными ресурсами, но подобная конструкция выходила за рамки известных технологий. Если эти данные подтвердятся, это способно изменить не только представление о пирамидах, но и всю картину египетской цивилизации. Как только известие распространилось по миру, в научном сообществе разгорелись жаркие споры. Одним из первых с опровержением выступил доктор Захи Таварес, уже давно известный своей непреклонной позицией. Он заявил: «Это невозможно. Все это — ошибка, выдумка». Мы не должны доверять этим сканам. Таварес утверждал, что на такой глубине радиолокация не может давать достоверных данных, а полученные изображения — лишь шумы, вызванные особенностями породы. Его позиция была однозначна. Верить можно только признанным специалистам, а не этим итальянцам. Но журналисты и коллеги Коллинз ответили: разве они не ученые? Разве их методы не основаны на передовых технологиях? Сторонники итальянской команды стояли на своем. Их оборудование было современным, результаты многократно проверены, и ошибки быть не могло. Тем не менее, официальные египтологи продолжали утверждать, что спиральные формы — всего лишь иллюзия, вызванная геологическими особенностями грунта. Но стоило ли делать такие поспешные выводы? История уже не раз показывала, как научное сообщество отвергало открытия, которые позже становились ключевыми. Когда нашли гробницу Тутанхамона, в нее тоже сперва не верили. Когда обнаружили свитки Мертвого моря, их объявили подделкой. Но время расставило все по местам. Команда Коллинз не отступала. Они продолжали исследования, утверждая, что данные слишком точны, чтобы быть случайными. Сканеры фиксировали не только спирали, но и полости, соединенные между собой тонкими каналами. Все говорило о том, что это часть продуманной системы, а не хаос природы. В марте 2025 года этот вывод казался невероятным, но именно тогда прозвучали ключевые вопросы, определившие дальнейшее развитие событий. Перед нами творение человеческих рук или редкая геологическая аномалия. Может быть, эти структуры связаны с древними системами водоснабжения или чем-то куда более загадочным? Тогда никто еще не представлял, что это открытие станет лишь началом цепи сенсаций. Время шло, и уже к июню 2025 года жара над Гизой вновь стояла невыносимая, но внимание всего мира было приковано не к Солнцу, а к новому заявлению профессора Коллинз и его коллеги Гарри Фьюри. Они объявили, что провели повторное сканирование, на этот раз с использованием более мощного оборудования, и результаты превзошли все ожидания. Теперь речь шла не о нескольких туннелях. Приборы зафиксировали гигантский подземный комплекс, состоящий из множества помещений, соединенных переходами. В сканах отчетливо виднелись обширные камеры, спиральные лестницы и длинные туннели, уходящие глубоко под землю. На этот раз сомнений не было. Изображения были ясными, четкими, лишенными двусмысленностей. Даже убежденные скептики на мгновение замолкли. Радиолокационные данные показали вертикальные шахты, спускающиеся более чем на 600 метров. Это почти вдвое больше высоты Эйфелевой башни. Отдельные камеры достигали 80 метров в ширину, как большой спортивный зал или олимпийский бассейн. Вся структура отличалась идеальной симметрией и точностью, словно кто-то намеренно спроектировал ее с инженерным расчетом. Случайность была исключена. Масштаб открытого поразил всех. Это походило на подземный город, скрытый под песками тысячи лет. Все указывало на искусственное происхождение. Неудивительно, что новость мгновенно облетела планету. Средства массовой информации, археологи и историки спорили, поражались и выдвигали версии.
а вместе с тем началась и новая волна критики. Все те же оппоненты, включая доктора Тавареса, вновь заявили, что это ошибка. По их словам, данные неправильно интерпретированы, а радиолокационные сигналы искажены. Однако теперь итальянская команда была готова к любым возражениям. Все результаты были подтверждены разными приборами, полученные данные совпадали при повторных проверках, и каждый шаг документировался. Это была не сенсация ради славы, а системная научная работа. И все же оставался вопрос, почему официальная археология столь упорно не желает признать очевидное? После июньского заявления Коллинз внимание мира было приковано к Гизе. Итальянская команда настаивала. Найденные структуры слишком точны, чтобы быть природными, это продуманная архитектура. Симметрия, масштаб и глубина говорили о рукотворности. Если эти туннели и камеры действительно существуют, то их создатели обладали знаниями, недоступными древним египтянам. Возможно, перед нами следы цивилизации, жившей задолго до фараонов. Но официальная археология категорически отвергала подобные идеи, реагируя не просто скептически, а агрессивно. Почему? Коллинз утверждал, признание факта существования подземного комплекса изменит все, от хронологии до представления о развитии человечества. Ведь пирамиды и сами по себе остаются загадкой. В них нет ни записей, ни упоминаний о строителях, кроме спорной надписи с именем Хуфу. Странно, что создатели таких колоссов не оставили следа. Это дает основание думать, что египтяне могли лишь унаследовать эти сооружения. Любые независимые попытки исследовать подземелья Гизы властями блокируются. Складывается впечатление, что кто-то не хочет, чтобы истина всплыла. Возможно, под плато действительно скрыта легендарная зала хроник, древнее хранилище знаний, способное переписать историю. И все же причины секретности понятны. Признание подобного стало бы ударом по экономике Египта, основанной на туризме, и по привычной версии истории. Но сколько бы ни пытались замалчивать факты, правда, как и песок пустыни, рано или поздно пробьется наружу. Ученые провели радиолокационное сканирование западной части плато Гиза в районе древнего кладбища и обнаружили необычную конструкцию размером около 10 метров, находящуюся всего на 2-метровой глубине. Под ней скрывалась квадратная полость от 5 до 10 метров, и все указывало на искусственное происхождение этих форм. Кто-то явно засыпал их песком намеренно. Результаты были опубликованы в журнале Research in Asia и вызвали бурю интереса. Возможно, это вход в неведомый зал или часть подземной сети, связанной с пирамидами. Это открытие перекликалось с древними египетскими легендами о потайных коридорах и зале хроник. Все больше фактов указывало на то, что история пирамид может быть гораздо древнее, чем принято считать. Подобно Гёбекли-Тепе и Карахан-Тепе, которые когда-то тоже считались невозможными для своего времени, новые находки заставляют пересматривать представления о древних цивилизациях. Возможно, под песками Египта покоятся следы утраченной культуры, пережившей глобальную катастрофу и оставившей нам загадочные памятники. Напоминание о том, что человеческая история куда глубже и сложнее, чем мы привыкли думать. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.